Привет, народ! Мы все еще в отеле Гранд Ротана. Накупались, наплавались, нанырялись. Сейчас идем обедать. Пока идем обедать, давайте посмотрите, какие здесь виды. А я буду рассказывать, что мы будем сегодня обедать. А обедать мы будем сегодня еду. Вкусную. Правда, не знаю, что там будут давать. Ну вот, народ дуркует. Жарень, конечно, неимоверная. Все-таки август месяц. Сегодня, какое? 6 сегодня, да? 6 августа 2020 года. Вот буквально отель оправился после пандемии. Сейчас посмотрим ассортимент, какой будет у нас в ресторане. Места, кстати, свободные есть. Ну, лежаки только более-менее заняты. Такие вот шатры. А нет, вот один свободен, кстати, есть. Очень нам нравится это дело. Но очень жарко. Персонал приветливый, как всегда, конечно. Вот классный спуск, плавненький. 90 сантиметров для детей раздолье. И вон бар. Все, поднимаемся обедать. Традиционно мы едем на эскалаторе, чтобы нечаянно не похудеть. А то сейчас кумпяки себе наедим и вдруг все-таки вес сбросим. Нельзя такого себе позволять. Будем ездить. Есть лифты, есть эскалаторы. Ты тоже кушать захотела? Ничего себе. Еще не наелась. На все включение. Там традиционно померить температурку. Приветливый персонал у нас всегда здесь тестирует. Да, чтобы мы не принесли сюда никакой заразы. Да. А если вдруг температура, что тогда? Тогда попросим вас подождать минут 5. Может быть, просто вы солнце зашли с улицы. Если по-прежнему, тогда попросим вас пройти. У нас есть специальный корпус. Минут через 40 придет доктор еще раз мерить температурку. Если все хорошо, то... А если все плохо, умираем с голоду? Нет, мы вас размещаем в специальном изоляторе, где вам будут приносить все равно еду каждый день. То есть все как... Чай в постель, короче. Да, чай в постель, завтрак в постель, все в постель. Просто что будете изолированы. Все понял. Спасибо. Пошли обедать. Народ уже обедает. Осталось час до конца обеда. Сейчас посмотрим, чем нас сегодня кормят. Вот, как всегда, вот эта часть, она вся пустая. Здесь ничего нет. А вот здесь уже закоулочки пошли с едой. Восточный рис, паста в томатном соусе, паста в белом соусом. Все за стеклом, все герметично, не достучаться, не добиться. Так, а что-то сегодня как-то бедненько. Запеченный картофель, овощи на гриле. Я их всегда беру, кстати, очень вкусные. Как ни странно, даже морковка здесь на гриле, она вкусная. Ладно, сейчас вернемся, они еще явно доложат. Бургер из говядины, курица. Рис, овощи под соусом карри, филе говядины. Вот и весь ассортимент. Мне кажется, они там что-то еще должны допадать, потому что как-то маловато. Рядом здесь тоже пустует, так как в отеле мало людей, соответственно, и мало еды. Нет смысла все это забивать. Супчики. Супчики здесь вкусные, кстати. И куча всяких плюшек к ним. Какие-то лаваши, пита, не знаю, как их правильно тут называют. И в этот супчик вкусно, когда сухарики добавляют. Вон они там лежат. И всегда лайм, кстати. Ничего лайм непонятно. Так, курица суховатая. Ты курицу не хочешь, да? Говядина у них всегда нежная и мягкая, кстати, очень вкусная. А что еще известно? А, бургер, там типа котлетки такой. Ну, попробуй бургер и говядину. Больше, ну, сегодня как-то, ну, вот делайте выводы.
С голоду не помрете, но все-таки. А ты еще забыл сказать, что мы пришли в 3 часа. Конец обеда. Ну, конец, они все равно подносят еду периодически. Поэтому, Ну, значит, самое вкусное уже все закончилось. ну, скорее всего, да. Нечего приходить поздно. Приходишь поздно, ешь объедки. Здрасте. Говядина. Картошка фри. Картошка фри. Что еще? Бургер может здесь попробовать? И дайте бургер еще там у вас. А, его нету? Здесь были? Нету уже? Тогда ладно, курицу. Бургеры закончились, сейчас поднесут. Ну все, и запеченные овощи. Вот баклажаны. Все, спасибо. Ну вот так скромненько нахапал. Думаю, с голоду не помру. Вот такой у нас персонал работает. Детки помогают. О, тебе свежачок принесли, видишь? Сейчас будешь свежайшее мясо есть. Рис, кстати, у них всегда вкусный. Рассыпчатый, хороший. Вот что-что, в отелях мне в Египте рис очень нравится. А фиш, рыба есть? Фиш. Что, есть рыба? Бедные они в масках бегают. Как им не тяжело, я не знаю. И аниматоры бегают в такую жару в масках, и повара. Взяла? О, даже фиш нашел. Свободный стол, а приборов пока нет. Сейчас попросим. А можно нам приборы за тот стол? Приборы, вилки, ложки. Два. Спасибо. Ну, пойдем сейчас догоняться. Что мы еще не взяли. Возьму потом супчик себе. Супы никогда не ел, но вот в этот раз мне что-то они вставляют. Давайте посмотрим. Десерт. Дыньки здесь обалденные. Кстати, я бананы здесь не пробовал, надо их попробовать. Виноград, кишмиш, и белый, и красный у них бывает. Ну, по сути, мы просто поздновато пришли, и тут уже объедки за час до конца работы. Вот и персонал. Еды достаточно, но, конечно, хотелось бы больше. Еще. Нас же двое. Спасибо. Хватит. Еще. Вот это щедрость не знает границ. Еще. Гулять так гулять. Так, а ты овощи будешь какие брать? Ну, выбирай. Ну что, как всегда, Кстати, у них некие салаты там типа... Давай свежего чуть Какие-то попробуем. сложные Да, салаты. какие-то. Будешь? Я не знаю, вот что это они себе интересно. представляют. Матубали, а я не знаю, что это такое. Вот чуть-чуть ложечку, а? Ну, давай попробуем. Ну, реально, если бы выбор был больше, людей было бы больше, но это все уходило бы на выброс. Поэтому нет смысла столько держать продуктов. Традиционные овощи возьмем. И оливки. Такие большие, крупные оливки. Это оливки такие? Ну да, я думаю. Ничего себе. Спасибо. И вот так вот через окошечки такие. Овощной. А что суп орзо, это что такое? Суп орзо это с чем? Танг суп. Ну, давайте попробуем. А, это тоже. Да. Не хочу такой. Лучше давайте овощной. Давайте овощной. И сухариков вот этих. Сухариков. Вот сухарики это вещь.
И можно вот один, вот этот вот, пита или как ее? Один. Угу, спасибо. Сейчас посмотрим, что мы тут набрали. Жена решила на рис подсесть. Рыбку и рис. И обращаем внимание, опять у нас приборы все в упаковке. Если без коронавируса все цивильно. Ну да, все герметично. Здрасте. Вино будешь или что? 2 бокала вина белого. Есть белое? Красное? Ну давайте красное. Красное. Вот официанты приносят вино. Так, курица, честно говоря, у них суховатая. Хотя такие прикольные, такие маленькие у них курочки, ну, интересные. Но они, видимо, передерживают все-таки. Так, взяли что? Огурчик, как всегда. Вот это, наверное, оливка, ну что, я не знаю, что это такое. Я тебе сейчас скажу. Оливки. Маслин. Да, оливки. Оливки, да. Помидор. Вот это их не знаю. Какое-то блюдо, ну попробуем, что за оно. Ну и как всегда. Ну, фрукты, десерт. дынька, Ну и супчик. банан. Переедать не будем. Но у меня В принципе, все сытно и достаточно. Вполне. Принесли нам красоту. Спасибо. Слушай, он же сказал, белого нет. Ну, для камеры нашли даже белое. Распаковали свои погреба. Но за это и выпьем. Вино, кстати, неплохое у них. Как называется супчик? Ну, в общем, овощной какой-то. Кстати, ничего. Сухарики туда. И это будет бомба. Супчик попробовали. Сейчас попробуем. Говядина у них всегда на высоте. Угу. Говядина бомба. Курица вкусная, но все равно суховатая. Поэтому ничего не поделаешь. И овощи запеченные. У них они бомба. Реально. Умеют запекать. Обычно были баклажаны, вот в последнее время какие-то кабачки очень маленькие. Ну, вкусно-вкусно. Все. Дорогой, давай выпьем за наш отпуск. Он удался у нас. Да, который уже подходит к завершению. Да, нам здесь очень понравилось. Очень вкусненько. За нас. Я бы тут жил, если бы нас постоянно только кормили и работать не надо было. За нас. Ну, я думаю, в любом случае, после всех этих карантинов здесь все откроются, все отсеки, все отделы пооткрываются, и выбор, конечно, в разы будет больше. Но пока и этого предостаточно. Вот с этой пастой мы разобрались. Мы решили ее на курицу, так как курица суховатая, вот немножко ее решили умягчить. Тогда нормально. А вкус расскажи. Ну, такой какой-то кисло-соленый. Ну, непонятно, я даже не понял, что это. Нет, Вообще, там что-то чесночок какой-то, что-то вот чувствуется. что-то я не чувствую. Такого Вообще у меня вот- сложилось мнение, кстати, мы когда прилетели, здесь выбор немножко был другой. И у меня создалось впечатление, здесь какой-то там праздник был, арабов было много, выбор был лучше. Ты не заметила? Да, заметил. Сейчас вот новый Больше заезд, уже, много да. украинцев, выбор немножко не тот. Все-таки я не знаю, это совпадение или нет, но мы такое заметили. Ну, завтра пойдем еще в столовую посмотрим. Потому что реально был лучше. Вот последние пару дней что-то как-то скромнее и скромнее. Может, я не думаю, что из-за того, что мы поздновато пришли. Потому что они все равно обновляют, как бы не может быть такого. Но они тоже не будут очень много готовить Ну, ради это понятно. Ну, 50 вот человек. это такое мнение. А там уже. Ну, ничего страшного. Голодными не останемся. Да. Несмотря на то, что выбор сегодня и, по-моему, вчера такой скудноватый был, ну, в принципе, я наелся, я доволен. Но все-таки такое мнение есть, что немножко не так относятся к европейцам, как либо к арабам, либо как к иностранцам. Мусульмане. Не арабы, а мусульмане. Ну, Египтяне. я не знаю, кто они. Для Египтяне. меня они все на одно лицо, как и мы для них, поэтому ничего сказать не могу.
Там выбор был получше, все-таки. Мне так показалось. Потому что сегодня я пришел, ну, как-то немножко опечалился. Выбрали день спонтанно. Мы не выбирали там день, когда самая лучшая еда. Мы просто вот сегодня снимаем и все. Ну, вот сняли. И вот на сегодня самый печальный для меня день обеда. Ну, вкусно. Но мало. Хочу больше. Но не голодный. Ну, это хорошо. А много кушать тоже вредно. Это понятно. На диету сяду дома. Хочу показать колорит. Какой-нибудь. Мне очень нравится. Люстра у них такая красиво оформленная. У нас вид прямо с окна идет на бассейн, на море, на пляж. О, Дынька уже... вообще хорошая. Дынька перенесена. Да, дынька вкусная, да? Вот утром она не Виноград такая я уже была. объелся. Да, утром она не такая сладкая была, а вот сейчас в обед она прямо сладенькая-сладенькая, сочная. Ну, может, от сорта зависит, от завоза зависит, еще чего. Я не знаю. Ну, ешь свою сладенькую волосяночку, как мы называем ее. Мы очень любим вот эту волосяночку. Не знаю, как правильно называется. Если кто знает, напишите в комментарии. Она хрустит как просто бомба. Ну вот, после сытного обеда хочу немножко итог подвести. В принципе, у нас отдых завершается, поэтому об отдыхе, в принципе, у меня впечатление хорошее сложилось. Все мне нравится. Единственный минус, ну, он как бы везде такой, из-за карантина, из-за того, что отель не догружен, есть маленькие такие, ну, расслабончик такой, недоработки, но это не от отеля зависит. Поэтому, ну, особенно последний обед меня немножко так опечалил, потому что до этого обеды были на порядок лучше. Не знаю, с чем связано все-таки. Ну, приходит к выводу, все-таки вывод, что, возможно, славяне приехали, потому что их было мало, почти вообще не было. И, кстати, большой жирный плюс, когда славян здесь не было, лежаки были все свободные, хотя все восточные, так сказать, люди приезжали, они большими семьями приезжали. И ну, как-то они пришли, отдохнули, забрали полотенце и ушли. Приехали братья славяне, ура! Все шезлонги возле понтона заняты. Причем людей нет, они просто заняты. Полотенца лежат, лифчики висят, маски лежат и так далее. И никого нет. И целый день. И пару человек плескается, да. И ну, мы так в стороночку отошли, нашли себе хорошее местечко. Я положил масочку, думаю, сейчас за вещами схожу, прихожу, на моей масочке уже шмотки лежат чьи-то. Ладно, хрен с ним. В сторону отошел, благо места хватает. В сторону отходишь, там всегда с местами проблем не возникает. Ну да, но удивляет то, что вот славяне наши приезжают. И столбят места везде. Да, с самого утра, с 6-7 утра они уже ложат полотен и на целый день, как в Одессу. Да, Понимаешь, да, места вот вот- такое чувство, что приехал в Одессу. Вот Да. что-то напоминает. Что приходишь, мест нет, главное все шезлонги, все в полотенцах, но людей нет. Причем рядом с нами было место, и мы так с утра пришли. Лежит полотенце, масочка, ласты, лифчик висит. Да, Что от запомнилось купальника, от купальника, да. Надо было снять. Час проходит, два проходит, три. А это понтон самый крайний, где почти людей вообще нет. И людей нет. Проходит несколько часов, приходит девушка в купальнике, с Нет, лифчиком. Она приходит с лифчиком черным, но без купальника. И она переодевала на месте. Мне показалось, не она в помню. купальнике. В общем, Нет, она она все в трусах от купальника, но лифчик не от купальника был. легла, поплавала туда-сюда, собрала Взяла манатки, сумку забрала, шмотки опять повесила и лифчик опять ушла. повесила, Ну, полотенце и как-то пошла. Ну, неправильно Да, это. да. Позагорал, покупался, освободи место, иди гуляй. Другой придет на пару часиков, он тоже займет, потом освободит и все. Это нормально. Вот мы приехали, первые 3 дня так и было. И всем мест хватало и вообще ничего не напрягало. Да,
А вот это, ну, Покупали, такой да, момент, он получается. имеет место быть, и никуда от этого не денешься. Это, наверное, у нас менталитет такой. У белорусов, украинцев, там, Потому что россиян. все равно на пляже не будешь. Все равно пойдешь покушаешь, там возле бассейна поплескаешься. Туда же там тоже нужно полотенце, правильно положить. Благо, что возле бассейна места свободные. Как ни странно. По идее, они должны быть там тоже все застолблены. Там люди просто плавают, но все застолблено возле пляжа. Ну, шезлонги свободные. А возле пляжа почему-то все забито. В других отелях я наблюдал, что и там забито, и там забито. И одни и те же люди вошкаются. У них на пляже места заняты, у них возле бассейна места заняты, а сами по магазинам пошли. Ну, такое тоже бывало. Вот. Так что, ну, никуда не денешься, это мы такие. Да. Не будем обобщать. Все, ну, в общем, отель классный. Я думаю, когда весь этот бардак завершится, международный, так сказать, я думаю, тут все шикарно будет, как и было до сих пор. Все, удачи.